В этом видео мы опустимся с вами на 130 этажей под землей, увидим уникальные во всем мире соляные шахты, обалдеем от озер, фактов и нереальных локаций, а также ощутим атмосферу крохотного польского города – Величко. Приятного просмотра! С Кракова до Велички можно легко добраться на поезде или автобусе. Мы выбрали второй вариант, так как он быстрее. Каждые 10 минут в Величку ездит 304 автобус. Путь занимает 22 минуты, а цена билета 6 злотых с человека. Мы только-только приехали в Величку и сразу спешу поделиться впечатлениями первыми. Здесь очень уютно, очень такой милый городок. Это вам не Краков, где громко, шумно и куча машин, а тут прям такие маленькие красивые дома, птички поют, много зелени. Класс! Мне уже тут нравится. Величко – это небольшой город в Малопольском воеводстве, недалеко от Кракова, где проживает около 20 тысяч человек. Мы здесь уже успели погулять, пройтись по частному сектору, по некоторым улицам, и могу сказать, что ощущения самые приятные. Просто как здесь спокойно, как тихо. И еще погода просто супер. Тепло, приятно, и хочется медленно гулять, никуда не спешить. Как хорошо, что мы приехали сюда заранее. Так что все, собираем чемоданы из Кракова, переезжаем в Величку и живем здесь. Главная ценность и, я бы сказала, гордость Велички – это, конечно же, ее соляные шахты, куда мы обязательно спустимся. А пока покажем вам пару мест в самом городе, которые тоже стоят вашего внимания. Первая локация, думаю, очевидна. Это местная площадь-рынок, очень уютная площадь, от которой ответвляется 8 улиц. А теперь давайте попрактикуем визуализацию и представим, что на этом месте есть 3D-рисунок «Соляной мир», который здесь был, но его нет. Тут же находятся скульптуры шахтеров, чтобы вы сразу поняли, чем славится Величко. Совсем рядом с площадью находится Краковский музей соляных мастерских. Еще одно красивое место, куда можно пройтись. Да, сейчас на территории ведутся ремонты, но музей работает. Он, кстати, находится в средневековом замке, довольно красивом. И внутри здесь представлены экспозиции, посвященные, как вы поняли и догадались, соляной шахте Величко. И, о ура, мы направляемся к нашей главной цели на сегодня. И я в большом предвкушении, потому что соляные шахты Велички – это что-то невероятное и уникальное в своем роде во всем мире. Так что впереди вас ждет самое интересное, не переключайтесь. Билет стоит ни много ни мало 119 злотых, его можно купить на сайте Велички или уже на месте. Я советую первый вариант, потому что билеты могут уже раскупить, но это в принципе удобнее. Вы просто выбираете язык экскурсии и занимаете свое место. Да, самостоятельно погулять по шахте нельзя, только с гидом. Вариантов языков очень много, мы выбрали украинский, а в группе может набраться до 35 человек. Здесь очень много людей, просто вообще самых разных национальностей, языков, потому что, я же сказала, языков здесь много. Еще очень много людей в тикет-зоне, поэтому советую брать все-таки онлайн. И еще тут на территория очень красивая, находится такой парк, по-моему, ресторан еще там, красивый домик, и вообще очень красиво. Сейчас еще пару кадров вам поснимаю. Андрей тоже в восторге, да? Да. Ну что, время спускаться в сами шахты. Шахты Велички – это огромный соляной лабиринт под землей, который состоит из 9 уровней и 2000 камер, не похожих одна на другую. Место настолько уникальное в своем роде, что только за 2022 год его посетило больше 1 миллиона туристов из 179 стран. У вас есть два варианта маршрута – туристический и шахтерский. Мы выбрали первый. К сожалению, почти все кадры в самом начале получились темные, да и света у нас не было. Но я буду выбирать для вас самое лучшее, а позже станет светлее. Обещаю.
Шахтам Велички, на минуточку, более 700 лет. На то время, в 13 веке, соль была очень ценным сырьем, и в попытках добычи соленой воды здесь случайно наткнулись на первые глыбы каменной соли. И дальше пошло-поехало. Шахтные стволы выдалбливали один за другим, уровней становилось все больше, а производство стремительно росло. Уже к концу Средневековья в Величке работало до 350 человек, а производство соли достигало 7-8 тысяч тонн в год. Параллельно Величко начала привлекать первых посетителей, и, кстати, первым знаменитым туристом был сам Николай Коперник. Вот, собственно, и соляной памятник, поставленный в его честь в одноименной камере. Вау, блин. Величко продолжала развиваться. Шахты уже работали круглый год, а не сезонами, как раньше, а туристов становилось все больше, несмотря на то, что попасть сюда можно было только по разрешению короля. Даже во времена Речи Посполитой, когда Величко перестала быть польской, новые управляющие активно продвигали шахтный туризм. Дошло до того, что для гостей организовывали целый парад аттракционов: конный трамвай, чертово колесо, спуск шахтеров на канате, оркестр, фейерверки. Вы бы даже смогли поплавать на лодке по соляному озеру, попав в 19 век. В период между двумя мировыми войнами производство соли и торговля ею приносили очень большой доход. Бывали годы, когда производство достигало 200-3 тысяч тонн, а за весь этот период Величко посетили 120 тысяч человек. Самое трудное время было после Второй мировой, когда о цене и хранении соли особо не заботились. В какой-то момент добыча каменной соли полностью прекратилась, а если проще говоря, каменная соль перешла в вареную, а потом производство и вовсе остановилось, и Величко стала чисто туристической достопримечательностью. К тому времени шахта насчитывала 9 уровней, которые есть сейчас, а ее максимальная глубина составила 327 метров. Просто посмотрите, какая красота! Мы сейчас находимся в каплице Святой Кинги или церковь. Единственное такое подобное духовное место в шахте в мире, насколько я поняла. Выглядит очень красиво, пошли спустимся. Кстати, все скульптуры и памятники здесь сделаны из соли, и это очень классный факт. И вообще, сколько здесь деталей, просто посмотрите, сколько элементов. Можно долго рассматривать эти комнаты, но, к сожалению, у нас времени не так много, мы прям бежим за нашей группой, потому что по-другому никак. Там быстро все рассказывают, нам дают мало времени и идем дальше. Следующая наша остановка – это озера. Да, в Величке есть несколько соляных озер, но, к сожалению, в шахтах было очень темно, поэтому на видео ничего не видно, за что обидно на самом деле. Озеро. Но поверьте, озера под землей это очень красиво, а сама атмосфера возле них ощущается как-то волшебно. Чтобы вы знали, прекращение производства не значит, что шахтеры не работают под землей. Наоборот, несколько сотен шахтеров ежедневно заботятся о том, чтобы шахта была безопасным местом и как можно лучше сохранилась для будущих поколений. И еще пару фактов. В наши дни Величку все так же посещают члены королевских семей и другие высокопоставленные люди, и очевидно, что ЮНЕСКО приложил свою руку к этому прекрасному месту. Если решите сюда пойти, то обязательно идите в удобной обуви, потому что вас ждет 800 ступенек, на прогулку по шахтам закладываете 2-3 часа, готовьтесь пройти 3,5 километра маршрута с температурой 17-18 градусов. С детьми идти сюда можно, причем любого возраста, а еще часть подземных карьеров приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Пока у нас есть 5 минут, могу поделиться тем, что впечатление у меня, конечно, масса, очень интересное место, интересно ходить, рассматривать комнат, просто огромное количество, несмотря на то, что только 2% всего лабиринта под землей в Величке мы можем обойти. Скоро же, в принципе, закончится наша экскурсия, мы сможем сами походить. Я, правда, не знаю, где и какие локации нам будут доступны, но у нас еще будет время. А пока все очень быстро, сумбурно. Величко – это еще и курорт, но подлечиться здесь можно не только под землей, а и в градарне, которая находится на территории комплекса. Вход на нее стоит дополнительно 9 злотых, но также там есть много льготных и семейных вариантов. Чем полезна соляная градарня? Здоровые люди здесь могут просто расслабиться и повысить иммунитет, подышав солью, а те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, облегчат себе состояние, потому что, по сути, заходя в это место, вы получаете дозу ингаляции. Вы можете походить по нижней части градарни или подняться наверх и обойти ее по кругу, или посидеть на лавочке, наблюдая за стекающей солью.
После экскурсии мы, конечно же, проголодались, поэтому все-таки решили поесть в подземном ресторане. Короче, мы не удержались. Цены тут нормальные, как для локаций, а еда очень вкусная и домашняя. Вообще, Величко под землей — это прям отдельный такой мир, город, где, с одной стороны, можно погулять по соляным лабиринтам на экскурсии. Ну, на самом деле, я же сказала, 2% только всего пути показывают, а сколько еще скрыто от наших глаз. И, например, здесь есть такой большой зал, где можно, или ресторан скорее, где можно устроить банкет под землей, а мы находимся где-то на 150 метрах под землей. Вот, так что обалденно красиво, атмосферно и вкусно. Мы очень вкусно поели. Я этому очень рада. Но если вы думали, что выйти из шахт можно быстро и просто, то нет. Выход займет примерно полчаса, в который войдут сбор группы туристов, путь к лифту и подъем на 130 этажей вверх. Мы, наконец, вышли в другой части города. Кстати, путь к выходу занял минут 20 и был как отдельная экскурсия. Мы очень долго шли по коридорам. Фух, но слава богу, вышли. Чувствуем себя, кстати, очень сонливо, устала, потому что надышались соли, приняли солевые ванны. Все, сил не осталось. А вы и делитесь в комментариях, как вам наша прогулка, как вам соляные шахты, пещеры и сам город Величко. Лично я в восторге от города и захотелось сюда еще приехать не раз. Ну и в восторге от самих шахт, потому что место обалденное. И ставьте лайк, потому что мы старались сделать для вас видео не скучно, не заваливать информацией, при этом, чтобы было интересно и легко. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!